1 июля – день чудес и настоящего волшебства. Обязательно проведите эту практику именно 1 июля. Только один день в году для привлечения достатка и благополучия. Вы знаете, 1 июля в народе прозвали Ярилин день, и наши предки ждали этот день весь год. В народе считали, что 1 июля – это самый солнечный день, в который все земные беды отступают. Конечно же, это был и большой праздник природы, солнца и магического воздействия. И наши предки считали это также и необычным днем, а народные приметы помогут нам увидеть настоящие чудеса. Итак, 1 июля – большой языческий праздник, который назывался Ярилин день. Люди почитали солнце и силы природы, а в самой природе открывалась небывалая сила, которую способны были увидеть и обычные люди. Это день волшебства и потусторонних сил. И на 1 июля наши предки говорили, что в этот день кто угодно сможет увидеть настоящие чудеса. Энергетика дня такова, что все силы природы сегодня становятся открыты человеку и усиливаются во много раз. Сегодня принято веселиться и почитать солнце. Наши предки садились за пышный стол и весело праздновали середину лета. На столе обязательно должен был быть круглый каравай, потому что именно каравай символизировал солнышко, принося в дом удачу и финансовое благополучие. Также наши предки этот день называли «макушка лета». Этот день был самым жарким и было палящее солнце. Ярила считался богом солнца, страсти, любви и животворной природной силы. В этот день устраивали празднования с развлечениями, водили хороводы вокруг костров и были различные ярмарки. Также на празднике проводили танцы, пляски, песни, кулачные бои и специальные обряды поклонения солнцу. Предки верили, что в этот день можно было узнать пророчество на будущее и заглянуть в другой мир. А сделать это можно было с помощью веточки из веток молодой березы. А после нужно было взглянуть сквозь венок с другого речного берега. Название праздника «Макушка лета» связано с верованиями в то, что с этого момента все живое начинает готовиться к осени. Животные начинают готовить еду на зиму, а растения запасаются водой и соками. Урожай потихоньку начинает созревать. Согласно народным приметам и поверьям, можно многое понять и предостеречь. Так, после сегодняшнего дня еще неделю наши предки знали, будет стоять жара. К погожим дням рано утро низко туман стелется. К солнечному дню будет розовый закат. К ненастью стаи ворон летать будут под самыми лучами. К дождю будут беспокойные и поведение лягушек. День будет ненастным, если с самого утра на улице душно. Сыро будет, если далекие предметы кажутся необыкновенно большими. Ожидайте засуху, если молодая луна будет в этот день. Проса хорошо уродится, если трава будет полна росой. Погода на завтра будет хорошей, если вечерняя радуга в небе будет. Запрещается в этот день тратить и большие суммы денег, а тем более на предметы не первой необходимости. Подходите к получению зарплаты своей с умом. Не пытайтесь потратить все деньги сразу, а наоборот подумайте, сколько вы сможете отложить. Старайтесь ставить себе немного заоблачные цели и пытайтесь их достигнуть. Понимайте, что мелкие траты не приведут вас ни к чему хорошему, а вот глобальные покупки вдохновят вас на еще больший труд и новые цели. И вообще в это время желательно сдерживать свои эмоциональные порывы и руководствоваться здравым смыслом во всем. Подсказки интуиции, к сожалению, верны не всегда. Постарайтесь найти время для того, чтобы отдохнуть и расслабиться, заняться делом, которое вам нравится и которое вам по душе.
Очень много пользы для вас принесут прогулки, смена обстановки, а также общение с дружелюбно настроенными людьми. Если вы испытываете напряженные моменты со своей половинкой, старайтесь не нарушать гармонии домашнего климата, не вступайте в споры и выяснение отношений. Постарайтесь в этот день уделить внимание любимому человеку, а лучше всего отправляйтесь вместе с ним в гости или на встречу с друзьями. У вас обоих значительно улучшится настроение от новых приятных впечатлений. Запрещено сегодня вступать с кем-либо в конфликт, обижаться и плохо говорить о человеке. Также сегодня нельзя было и распространять негатив, ныть и жаловаться. Замечательно может пройти интересный вечер в кругу семьи и родных людей. Поэтому, если с кем-то были какие-то натянутые отношения, то сейчас время их нормализовать. Также сейчас будет и очень благоприятное время для примирения. Будет возможность помириться с теми, с кем вы были раньше в ссоре, восстановить дружеские или деловые отношения. Если вы хотите переходить к активным действиям в плане работы о своем здоровье, то сейчас самое время, ведь вы в тонусе, прекрасно выглядите и помимо всего излучаете активную энергию. Сегодня вам очень важно отдыхать, и чем длиннее и активнее будут эти минуты отдыха, тем здоровее вы будете чувствовать как сейчас, так и впоследствии в течение еще примерно недели. От силовых тренировок вам сегодня, конечно, следует отказаться. Сегодня рекомендовано много ходить, но стараться ходить налегке и по очень пересеченной местности. Идите гулять, а не в магазин за картошкой. Сегодня запрещено хвастаться перед другими людьми. Сейчас вы вполне можете гордиться собой. Ведь благодаря регулярно проводимой профилактике сейчас ваше самочувствие просто прекрасное. И вы полны сил и отличного настроения. Поэтому и результаты у вас отличные на всех фронтах. Но помните, что все нужно оставить при себе. Сегодняшний вечер прямо создан и очень удачен для знакомств. Вы сегодня особенно привлекательны и харизматичны, поэтому познакомиться с противоположным полом не составит вам труда. Отличный вечер и для начала романтических отношений. Если вы хотите влюбить кого-нибудь в себя, у вас это непременно получится. Вечер очень подходит для романтического свидания, откровенного разговора с любимым человеком. Можно сходить на вечеринку или пригласить в гости к себе. Это поднимет настроение и придаст вам сил. Вы сейчас полны энергии и хотите всем понравиться. Вас могут ожидать серьезные перемены и в личной жизни. Хорошо сегодня заняться хозяйственными или бытовыми вопросами, которые требуют улучшения или обновления. Можно подумать и о покупке дома или участка. Сегодня, правда, возможны проблемы с самочувствием, возможно, почувствуете упадок сил и общую слабость. Лучше остаться дома и хорошо все-таки выспаться. Полезная пища также поможет улучшению состояния. А еще лучше пару дней отдыха, и это поможет вам быстро восстановиться. А еще лучше будет, если вы захотите немного простора и новых впечатлений. Вы, скорее всего, готовы помчаться за ними на край света. В этом случае ваше путешествие и развлечения будут запоминающимися, а вашу усталость и общую слабость как рукой снимет. Именинники в этот день 1 июля: Александр, Василий, Виктор, Леонтий, Никанор и Сергей. А вот лекари в этот день занимались сбором трав и лекарственных растений. В июле наступала пора для сбора листьев крапивы, листьев малины, листьев и корней одуванчика, подорожника, чистотела, полыни и пустырника. Также, вы знаете, в этот день раньше приветствовались ярмарки, походы в гости и прогулки большими компаниями. Также в этот день наши предки знали, что нельзя было жадничать, но и излишне шиковать тоже не рекомендуется. В народе верили, что вернуть потраченное в Ярилин день удастся очень нескоро. В первый день второго месяца лета ни в коем случае нельзя было давать обещания, зная об их невыполнимости. Считается, что Ярила может жестоко наказать такого шутника.
В этот день старайтесь не тратить деньги на пустяки. К таким расходам относили пищу, а также другие материальные припасы или ресурсы. Нередко наши предки в этот день проводили и всеобщую инвентаризацию, чтобы понять, на какие резервы в будущем они могут рассчитывать. Лучше хотя бы в течение праздника сэкономить. Ярила увидит вашу размеренность и принесет еще больше денег, удачи и благополучия. Также в этот день категорически нельзя было заглядывать в пустые норы и дупла, поскольку в этот день они могут запросто оказаться порталами в другие миры. Тот, кто посмотрит в норку, может попасть в другое измерение и не выбраться оттуда. Не случайно, по народным приметам, именно 1 июля люди чаще всего и пропадали. Не рекомендуется в день Ярилы спать на старом матрасе. В современных условиях правильно будет поменять простынь и выбить из матраса пыль, вместе с которой уйдут все печальные мысли и болезни. Также наши предки старались ни на кого не обижаться, поэтому наиболее этот день подойдет для налаживания отношений. Также 1 июля надо задобрить домового. Поставьте в углу около печки или кухонной плиты чашечку с молоком и вкусными конфетами. Люди, рожденные 1 июля, всегда становились хранителями традиций, знатоками народных примет и народных праздников. И именно этот день, в день Ярилин день, в день Бога Солнца, обязательно проводите практику на Солнце на привлечение денег. Для этого выйдите на улицу или выйдите на балкон и возьмите обязательно с собой кошелек. Далее, когда именно чтобы было солнце, найдите в бумажнике самую крупную монету именно из желтого сплава и положите ее на открытую ладонь. Стоять лучше так, чтобы солнце светило вам в лицо, но голову к небу поднимать не надо. Пусть лучи падают прямо на монету, а вы в это время скажите следующие слова. Солнце мира и достатка, силой произрастания напитай, приумножения деньгей сей дай, и пусть плодится она во множестве, как семена в поле, рыбы в море, звери в чащобе лесной. Аминь. Когда скажете эти слова, зажмите после этого денежку в руки и скажите следующие слова «Да будет так». И поместите в отдельный кармашек вашего кошелька. А ровно через месяц эту монетку потратьте на себя. Вот такой у нас с вами, друзья, будет волшебный магический день 1 июля. Друзья, хотим вас поблагодарить за супер спасибо. Нам очень приятно, что вы нас поддерживаете. И кому это интересно, у нас под видео есть супер спасибо, то есть такое сердечко и написано супер спасибо. Вы можете нажать и выбрать ту циферку, которая вам более интересна, и вы считаете, что вы готовы нас поддержать. Нам очень приятно, что люди сами начали, вот наши подписчики, наши участники начали сами отправлять, использовать функцию супер спасибо. Мы вам очень благодарны, и те, кто уже нам отправил супер спасибо, мы с ними уже связались, и их ждал такой вот маленький небольшой подарок. Поэтому мы будем стараться всех, кто нам отправляет супер спасибо, поддерживать какими-то подарками. И, знаете, всегда приятно, когда люди друг друга дарят что-то, поздравляют, говорят хорошие, теплые слова. С вами, как всегда, друзья, был канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь, ставьте лайки. Мы с вами обязательно услышимся уже в следующем видео.